Давайте я вам расскажу тайны, которые позволят вам заметно и очень быстро увеличить стоимость вашей жизни. Если человек делает дороже стоимость своей жизни, то у него получается автоматически больше зарабатывать. Вы должны радоваться пище, радоваться тому, что вокруг вас происходит. Вы должны радоваться тому, что у вас есть дети. Вы должны стараться каким-то образом изменить себя так, чтобы начать выделять эмоции. Увеличивайте свою эмоциональность. Старайтесь не просто накапливать энергию, а старайтесь при общении с людьми выделять эмоцию. При работе выделять эмоцию. Старайтесь эмоционировать часто и делать это и в семье, и дома, и на работе. Подумайте о том, есть ли в вашей жизни радость. Каким образом вы достигаете этого состояния? Есть ли в этой жизни эстетизм? Получаете ли вы от нее удовольствие? От чего вы получаете удовольствие? И получаете ли удовольствие от того, что вы просыпаетесь, засыпаете, принимаете пищу? А также задайте себе вопрос, живете ли вы в настоящем моменте? Насколько вы погружаетесь в прошлое и думаете о будущем? Увеличив такую жизнь или увеличив стоимость своей жизни, мы мгновенно начинаем увеличивать стоимость приходящих в нашей жизни денег. Очень интересный вопрос, который хочу я сегодня затронуть. Этот вопрос касается денег, которые мы взяли в ипотеку или взяли в виде кредита. Каким образом мы можем отдать этот кредит и каким образом у нас не получается отдавать эти кредиты. Итак, вопросы этих два. Именно с первого вопроса, почему у нас не получается отдавать деньги, которые мы взяли в кредит, этот вопрос я хочу рассмотреть очень плотненько. Это связано с тем, что человек не знает секрет, который звучит так. Если деньги взять из будущего, то тогда в настоящем ты их привычным для себя способом уже никогда не заработаешь. Таким образом, вы эти деньги берете откуда? Вы же эти деньги берете из будущего, то есть вы берете или финансируете из того времени, когда вы их должны заработать. Если вы их возьмете в будущем времени, эти деньги, то тогда в настоящем времени вы эти деньги не сможете заработать. Существует элемент, который называется эзотерика первопричин. Так вот, первопричины могут быть в том, что человек когда-то застудил свои ножки, и после этого в дальнейшем он болеет какими-то заболеваниями артрита. Точно так же и в будущем может быть. Если мы возьмем деньги из будущего, тогда привычные моменты, когда мы умели зарабатывать эти деньги привычными для нас способами, будут для нас заблокированы. Это именно тот секрет, который обычно нарушают люди, не понимая, что если вы привыкли зарабатывать деньги за счет своего предприятия и возьмете деньги для того, чтобы это предприятие в дальнейшем развить, то у вас ничего не получится в жизни. Вопрос, каким же образом можно отдавать деньги? Отдавать деньги нужно, ставя для себя это целью. Каждый раз, когда человек ищет поводы отдать деньги, у него появляется возможность эти деньги отдавать. Но часто люди совершают ошибку и в этом случае. Они ставят для себя поводом не отдавать деньги, находя поводы для того, чтобы этого не делать. Так, каждый раз, когда получается заработать определенную сумму денег, они говорят, гораздо важнее и начинается сделать зубы, купить очки, приобрести телефон, новую помаду, пудру, заплатить за что-то, забывая, что основа нашей жизни является жить без долгов. Таким образом, каждый раз, когда человек берет деньги у будущего и должен их отдавать, он не может двигаться быстро на пути зарабатывания большого материального благополучия. И для него должно появиться как цель, должна появиться цель, при которой он поставит для себя намерение, которое заставит его в дальнейшем это намерение выполнить. Скоро я отдам все свои деньги, которые я должен по кредиту. Каким образом? Представьте себе большую плотину. Можем ли мы ее очень быстро разбить? Это плотина наших долгов. Можем ли мы очень быстро разбить такую плотину? У нас же нет сил. А вот теперь представьте, я подошел, и у меня есть специальная иголочка, и я сделал очень-очень маленькую струйку. После этого эта струйка, она будет медленно разрушать по чуть-чуть вот такой большой заборчик.
который в дальнейшем 100% прорвет. Почему? Потому что намерение отдавать деньги даже по чуть-чуть заставит эту жизнь повернуться так, чтобы вы отдали все деньги. Таким образом, не совершайте никогда в жизни ошибок. Никогда не берите деньги в долг. Помните всегда, что деньги имеют свое направление. Таким образом, если вы возьмете у частных лиц деньги в долг, то у меня, допустим, деньги лежат на то, чтобы купить обувь. Если я эти деньги одолжу вам, то после того, когда вы их возьмете и потратите на что-либо, эти деньги вернутся все равно мне. Но вы их не сможете, за эти деньги вы не сможете направить энергию ни в какую сторону, потому что там есть свое направление. Это направление звучит так: я хочу, чтобы те деньги, которые есть у меня, были потрачены на обувь. Таким образом, они ко мне придут, и я их все равно потрачу на обувь, а вы при этом потеряете. Тот человек, кто занимает другому человеку, делает не добро, а зло. Почему? Существует еще одна тайна. Эта тайна звучит так: человек должен рассчитывать сам на себя. Когда я говорю эти слова, я очень часто осознанно это делаю, потому что каждый раз, когда человек рассчитывает на других людей, он совершает ошибку. Каждый раз, когда человек рассчитывает сам на себя, это говорит о том, что он правильно руководит своей жизнью. Почему? У меня есть определенный доход. Я должен тратить столько денег, сколько существует у меня дохода. В случае, если меня кто-то или что-то заставляет тратить больше, то таким образом я плавно делаю из себя банкрота и привожу к себя к элементу дальнейшего банкротства. Таким образом, если человек не рассчитывает полностью сам на себя, не рассчитывает жить по средствам, то он, как бы ни хотел, становится банкротом. И после того, когда он живет не по средствам, видимо, от того, что он привык так жить, не имея возможности пересмотра своих внутренних ценностей, живя как бы по привычке, ему необходима хитрость. И его хитростью является возможность взять деньги в кредит. И после этого, тратя такие деньги на себя, он все равно живет под тем прихотям, которые были раньше, и он умудряется все сильнее и сильнее падать в долговую яму с невозможностью дальнейшего выхода из этих долговых ям. О том, как сделать свою жизнь великолепной и сделать свою жизнь наполненной материальным благополучием, об этом вы узнаете в следующих. Таким образом, можно сказать, что в случае, если человек при контакте с денежной энергией начинает страдать, то в дальнейшем у него эта энергия исчезает. Таким образом, можно сказать, что в случае, если человек радуется, то если вам дать такую возможность, чтобы вы радовались, то у вас могут появляться деньги, и они наверняка будут появляться. Но не тут-то было. Потому что очень легко это сказать, но вот попробуй это все сделать. Существуют целые системы, которые позволяют человеку изменить мировоззрение или поменять мировоззрение таким образом, чтобы при отдаче последних денег кому-либо не страдать от того, что ты их отдаешь. Это метод, о котором я очень часто говорю. Это метод создавания направления для денежных энергий. Это метод, который называется божественная энергия видит твои состояния страдания и в дальнейшем убирает возможность, чтобы эти страдания у тебя появлялись. Таким образом, соотнести это к материальному благополучию очень несложно. Каждый раз, когда мы контачим с энергией денег, а именно с тем, что думаем о деньгах, а также видим деньги, если это вызывает у нас состояние страдания, мы вспоминаем о долгах, должниках и так далее, видим деньги в чужих руках, нас это беспокоит, рассчитываемся с кем-либо и испытываем от этого трудности и состояние неприятное. В этот момент у нас божественная энергия забирает денежную энергию. Каждый раз, когда я с кем-либо рассчитываюсь, я всегда мысленно произношу: покупаю или приобретаю свое материальное благополучие. Добрый вечер. В чем задача женщины в улучшении финансовой ситуации в семье? Женщина может улучшить ситуацию в семье, если она начнет восхищаться своим мужем, даже если у него неудача в жизни. Таким образом, если женщина хочет каким-то образом сделать так, чтобы материальное в семье увеличилось, то каждый раз, когда мужчина приносит деньги или к чему-то стремится, не клюйте его и не говорите: мало, что ж так мало, там, ты слабак, там, недоносок, даун, дебил, там, и так далее. Наоборот, говорите: ой, Боже, сколько это ты принес? $3. Боже, какой же ты молодец, как же я восхищаюсь. Каждый день, когда я прихожу домой, я гордо достаю из своего кошелька или там портмоне или из сумки, достаю
деньги и выкладываю их на кухне, где мы кушаем всей семьей. Почему? И они ночуют, и все их видят, эти деньги. Почему так происходит? Это происходит для того, чтобы моя семья меня уважала. Представляете? И после этого мой ребенок формирует мнение, жена формирует мнение, и мне это очень приятно делать. Если посмотреть на пирамиду, которая есть на американских деньгах, вы увидите там пирамиду. Вот эта пирамида и есть потребители и производители. Те, которые производители, находятся сверху, те, которые потребители, находятся снизу. Таким образом, если вы хотите быть вершиной пирамиды, вам нужно становиться прежде всего самим продуктом, и после этого становиться еще и не потребителем, а производителем. Но у этих людей будут всегда трудности, потому что количество потребителей всегда больше, чем количество производителей. Понятно? То есть конкуренция, которая есть, она связана с тем, насколько ты являешься хорошим и очень ярко сформированным продуктом. Перед тем, как давать объявление, нужно сделать так. Положить щепотку соли в левую руку, покрутить над головой. Помнишь, я это рассказывал, Вика, 35 раз или 23 раза. И после этого щепотку соли выбросить в окно. Потом нужно взять вторую щепотку соли, завернуть в бумажечку и сказать себе: сегодня сдам свою квартиру. Если квартиру не сдаешь, то после этого щепотку эту вместе с бумажкой нужно выбросить. Делать так до того момента, что деньги плюс деньги является человеческое счастье. Когда прошло какое-то время, я столкнулся с тем, что сколько бы денег не было, их все время хочется еще, потому что цели появляются разные. Тем не менее, сравнивая себя, неуспешного человека, и сравнивая себя с успешными людьми, я начал обращать внимание, что мы отличаемся скорее не внешне, а скорее по каким-то внутренним признакам. И у меня появилась определенная формула. Эта формула звучит так: деньги равняются, получай от жизни удовольствие, плюс имей семью, в которой ты любишь своих близких людей, отдыхай от своего бизнеса, а также становись специалистом в этом виде бизнеса, которым ты занимаешься. При этом некоторые части из этих формул я бы хотел сегодня с вами обсудить. Каждый раз, когда я говорю о деньгах, я говорю о том, каким образом, что вызывает в нас энергия, которая называется деньги. Энергия, которая называется деньги, вызывает у нас определенные эмоции, которые должны либо привлечь в нашу жизнь деньги, либо оттолкнуть из нашей жизни деньги. Это устроено по принципу страдания или получения радости. Каждый раз, когда мы видим деньги в чьих-то руках, видим чей-то успех, каждый раз мы испытываем либо состояние страдания, либо состояние радости. Таким образом, если мы постоянно испытываем состояние страдания, то великая энергия, обращая на это внимание, полностью убирает из нашей жизни материальное благополучие. Если мы умудряемся испытывать состояние счастья от того, что мы видим деньги в чьих-то руках или в своих, когда мы их отдаем или принимаем, то каждый раз после этого деньги начинают появляться в нашей жизни. Именно поэтому я считаю, что внутренняя гармония и определенные секреты, которым я хочу вас обучить, позволят вам привлечь в вашу жизнь материальное благополучие. Итак, когда же мы испытываем состояние страдания? А давайте теперь вспомним, когда мы стоим в магазине и пытаемся в магазине рассчитаться. Испытываем мы при этом состояние жалости от того, что у нас есть эти деньги в наших руках. Конечно же, очень часто человек отдает последние деньги, при этом испытывает страдания, не понимая, что существует ряд великолепных секретов, один из которых звучит так: деньги всегда имеют свое направление. Каждый раз, когда вы отдаете деньги и рассчитываетесь этими деньгами в магазине, всегда произносите слова, которым я вас научу. Произносите про себя слова, покупая свое материальное благополучие. Таким образом, калькулятор, который находится в нашей голове, он плавно исчезнет. И каждый раз, когда мы начнем отдавать наши деньги, которыми мы будем рассчитываться, мы можем мысленно произносить и давать направление нашим деньгам. Когда я начал первый раз объяснять это людям, я решил сам проэкспериментировать. Проводя определенные семинары, я решил утром купить себе рубашку. Когда я купил себе рубашку, на одной из купюр я пометил буквой «Д» одну из купюр, за которой я покупал рубашку. Моему удивлению просто не было предела. В тот момент, когда я вечером получил деньги от того, что я провел семинар, и в поезде увидел свою купюру,
которое было помечено, потому что когда я покупал рубашку, отдавая эту купюру, я произносил: покупаю себе свое материальное благополучие. У меня есть ряд учеников, которые на сегодняшний день могут утвердительно доказать, что каждый раз, когда они отдают деньги, они говорят: я покупаю себе материальное благополучие, покупаю себе квартиру или дом, покупаю себе любимого мужа, покупаю себе, и так во всем. Отдает ребенку, отдает жене, отдает еще за что-то, и элемента отдачи нет. То есть он просто направляет свои деньги, говоря слова: покупай свое материальное благополучие. Таким образом, человек не блокирует работу с энергией денег и не испытывает страдания в тот момент, когда он эти деньги отдает. Но часто мы испытываем страдания в тот момент, когда мы видим чьи-то деньги, а также видим эти деньги в чьих-то руках. Мы начинаем переживать, нервничать, и в нашей голове появляется огромное количество вопросов. Ой, почему у этого человека есть, почему у меня нет, как это он умудрился. Часто мы видим успешных людей и говорим: о, надо же, едет на дорогой машине, как же она эту машину заработала, вероятно, ее родители богаты и так далее. Каждый раз, когда человек видит это, я так думаю, у него включается определенный элемент, который блокирует в его жизнь поступление материального благополучия. Наверное, этот элемент в народе называют жадностью, или, наверное, его по-другому называют жаба. И прообраз вот этой маленькой жабы, которая держит во рту монетку, наверное, не является той жабой, которая живет в душах многих людей. Каким же образом можно это все у себя убрать? Каждый раз, когда мы видим успешных людей, мы можем мотивировать себя тем, что мы можем сказать такие слова: скоро у меня это будет. Когда мы видим успешного человека, мы можем сказать: скоро у меня будет то же самое, что есть у этого успешного человека. Если мы видим, если в нашем кошельке нет денег, но есть деньги в чужом кошельке, и у нас появляется ощущение: ой, почему у меня этого нет, мы можем сказать: зато скоро будет. Когда-то я был в гостях, и в гости приехала одна девушка, которая шла рядом со мной и спрашивала у своей подруги: а это твоя квартира? И подруга говорит: да, это моя квартира. И она говорила: ой, какая красивая у тебя квартира. Почему она так говорила? Потому что ее душила жаба. В тот момент, когда у человека появляются такие ощущения, то это выглядит так. Женщина, допустим, смотрит и говорит: ой, какой хороший мужчина идет рядом с этой красивой женщиной. После этого говорит: какая же она собака, такого мужика себе оторвала и так далее. Что же она делает? Таким образом, эта женщина блокирует поступление этого в свою жизнь. Почему? Потому что для собаки такой мужчина может быть, а для тебя, хорошей женщине, такого мужчины не положено, потому что ты сама себе заблокировала поступление такого мужчины в свою жизнь. Каждый раз, когда мы говорим: вот сволочь, почему у него есть вот это, мы говорим, что только у сволочей может быть это, а у таких приличных и хороших людей, как я, этого не может появиться, потому что мы сами заблокировали появление этого в свою жизнь. Таким образом, если вы хотите, чтобы в вашей жизни это появилось, каждый раз, когда вы видите деньги в чужих руках или видите успешных людей, всегда восхищайтесь этими людьми и говорите это при помощи слов: о, молодец, скоро у меня такое будет. Если вы не замужем, говорите: о, какая женщина идет с каким хорошим мужчиной, скоро у меня будет такой. А что же будет дальше, вы узнаете в следующей нашей программе. Этот обряд называется убирание препятствий жизни практикующего абсолютного везения. Называется она святым ваджром. У нас есть ваджр здесь? Спроси у Светы. Для того, чтобы провести правильный обряд, я возьму сейчас палочку ароматическую с запахом пачули. Нету, не надо, все, не страшно. Запахом пачули. А? Нет. Ваджечка, ее надо выкрутить. Ребята, вы сейчас смотрите меня в интернете. Я сейчас поставлю вот так вот ручку, а вы к моей ручке прикоснитесь, пожалуйста, своей рукой. Или поставьте свою руку так, чтобы там левой или правой рукой прикоснуться. Я ставлю левую, а вы прикасайтесь правой.
Смотрите, в случае, если вы прикасаетесь, вы должны увидеть. У меня очень-очень красивый треугольник такой в середине. Вот вы должны его представить у себя на правой руке. Видите, у меня замкнутый треугольник такой с прямой линией посередине. Вы представили, будто у вас точно такой же треугольник, как чаша, находится в середине вашей руки. Все, представили, делаем вдох и делаем выдох. Молодцы. Представляете, будто вы сидите сейчас, и рядом с вами находится красивая тарелочка белого цвета. И на тарелке белого цвета сверху находится символ, который выглядит вот так, как ваджра. И делаем вдох и делаем выдох. Можете теперь ничего не представлять, я почитаю мантру. Омани бибула гарпе прабхета тагата нира дешане мани мани супрабхе малим малеса гара гамхире хум хум джвал джвала буда валаките гухья пичите гарпе соха. Еще раз. Омани бибула гарпе прабхета тагата нира дешане мани мани супрабхе вималим малеса гара гамхире хум хум джвал джвала буда валаките гухья пичите гарпе соха. Мани бибула гарпе прабхета тагата нира дешане мани мани супрапе малим малеса гара гамхире хум хум джал джал будала ките гухья печита гаписоха. Мани бибула гарпе прабхета тагата нира дешане мани мани супрапе малим малеса гара гамхире хум хум джал джал будала ките гухья печита соха. Представляете, будто вокруг вас есть дворец. Представьте, будто у вас в том месте, где вы сидите, дворец. И представляете, будто в том дворце, где вы находитесь, на вас одеты золотые одежды. Больше ничего не представляете. Попытайтесь ощутить, что ваше тело только что поело. Это очень важно. Как будто вы только что наелись, у вас полный живот еды. Полный живот еды и внутренняя удовлетворенность тем, что вы очень хорошо поели. Маленький, вот тут маленький свет. Ом мани ваджахума 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 мани ваджахума. Ом мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума мани ваджахума. Ом мани ваджа сатва соха, 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 ом мани ваджа хума, 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 мани ваджа хума. Делаем вдох и делаем выдох. И представляем, будто вокруг нас появляется бесчисленное количество радуг. Я читаю мантру. Омани тхири хумпхат, 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 омани тхири хумпхат. И вместе со мной начинаем произносить на вдохе нам, а на выдохе слово шрим, только без буквы М. И вместе со мной. Ставим указательный палец правой руки перед собой, обводим себя. Раз, два, три. И делаем выдох. И запечатаем себя. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Омахум хахохри. Делаем вдох и делаем выдох. Представляем, как будто мы сидим и у нас полный живот еды. Также такое ощущение, как будто мы наелись, и у нас полный живот еды, и мы удовлетворены. Попробуйте сделать так. Ай, как вкусно покушали. Ай, как вкусно покушали. Ай, как вкусно покушали. И теперь фишка. В случае, если вы будете от сегодняшнего дня и до следующей пятницы каждый день 3-4 раза делать вот так вот, как будто вы сели и представляете, будто у вас полный живот еды, и вы очень удовлетворены этой едой, то у вас до конца недели
увеличится материальный приход в несколько десятков раз. Поэтому вы можете смело этот метод использовать до конца следующей недели, когда в пятницу вновь я проведу бесплатный вебинар, а у нас там вторая ступень, да, или через неделю проведу вебинар, и после этого вы сможете на одну неделю сейчас включить у себя ту практику, которую я сейчас провел вместе с вами. Я мечтаю, чтобы в моей школе было очень много человек. Моя мечта заключается в том, чтобы большое количество людей обрели ценности, среди которых одной из самых важных ценностей является обожание своей семьи, среди которых одной из лучших, наверное, ценностей является обожание своей собственной жизни. Ценности, которые должны быть привиты каждому человеку, это ценности, наверное, получения радости в жизни, отсутствие страданий, которыми постоянно живут люди, присутствие доброты в семье, которая не позволит друг друга использовать, а также не позволит друг друга мучить. Это прививание ценностей, которые возникают у меня, когда я людям читаю семинары и даю философии первой ступени школы Кайлас. В моей жизни есть безумное желание и безумная идея. Наверное, она не особо безумная, потому что я верю, что она исполнится. Эта идея заключается в объединении большого количества людей, которые могут называть себя учениками эзотерической школы, в общественную организацию. И в дальнейшем те люди, которые будут частью моей общественной организации, если нас будет много, 10 миллионов человек или даже больше, мы можем влиять на тот социум, в котором мы живем. Таким образом, мы не будем больше слушать тот социум, который диктует нам свои условия, страдания, а можем построить свой индивидуальный социум, который будет приносить нам только состояние радости и счастья. Для этого есть идеи, силы, также есть возможности. Поэтому помогайте мне, становитесь частью общественной организации, становитесь учениками школы Кайлас. И я обещаю вам, что мы сможем сделать так, чтобы жизнь людей, которые живут в мире, была более чистой и более комфортной. Давайте все вместе скажем «нет» страданиям и каждое утро будем просыпаться со словами «счастье, счастье, радость, радость» и будем делать все для того, чтобы жизнь была полна удовольствия, удовлетворения, радости и счастья с увеличением материального благополучия и с увеличением наших внутренних и родовых ценностей. Ну что, я желаю всем настоящего человеческого счастья, что по-русски звучит так: быть богатым человеком и быть здоровым человеком. Присоединяйтесь к нашей школе Кайлас, и вы обретете возможность быть богатым человеком и здоровым человеком. У нас на следующей неделе, во вторник, начинается второй этап обучения в школе Кайлас, который называется «Вторая ступень школы Кайлас». Узнать подробнее можно прямо на том сайте, где вы сейчас находитесь. Также могу вам посоветовать, в случае, если вам понравился вебинар, не торопиться выходить из той страницы, где вы сейчас находитесь, а пролистать вниз, потому что внизу вы можете посмотреть те вебинары, которые были раньше. Они здесь, прямо на этой странице, есть в сборнике вебинаров, и там их около десятка, да, Женя? Да. Итак, я вам хочу посоветовать сейчас, прямо здесь, пока открыта эта энергия, пожелать друг другу того, что вы себе очень сильно хотите. Если вы сейчас умудритесь пожелать себе или пожелать тем людям, которые находятся прямо здесь в этом чате, что-либо, то это обретение произойдет у вас очень скоро. Поэтому, если вы сейчас пожелаете тем людям, которые находятся в этом чате, там, свою собственную квартиру, невероятного материального благополучия, пожелайте быстрого выдачи там, замуж, женитьбы, то это в дальнейшем создаст предпосылки, и это вы получите сами для себя. Поэтому пока я выключусь, вы не торопитесь выходить из этого вебинара, а постарайтесь как можно больше пожелать и как можно больше посоветовать тем людям, которые... Не посоветовать, а пожелать чего-нибудь особенного, чего вы себе желаете. Тогда я обещаю, что это наверняка у вас очень быстро исполнится. Все, я желаю вам всем счастья, прекрасных выходных. Человек думает о том, как привлечь в его жизнь деньги, он идет легким путем.
каждый раз, когда он думает о том, как же он может заработать, он забывает о том, что человек должен быть специалистом в какой-то области. Когда я вижу большое количество людей, которые говорят, мне нечем платить, я не знаю, как заработать и так далее, я обычно говорю им обыкновенные слова. А что же вы умеете делать? В целом, если человек ничего не умеет делать, тогда ему и не за что платить. Каждый раз, когда человек говорит, я плиточник, но у меня сейчас нет хорошей работы, потому что в стране кризис, я обычно рассказываю историю. Когда-то мне сделали в ванной красивую плитку, и мой ребенок отбил одну плиточку. Я позвонил тому человеку, кто эту плиточку положил, и говорю, вы бы могли мне это отремонтировать? Он говорит, мог бы, но я могу это сделать только через год, так как у меня большое количество работы. В этот же вечер я ехал на такси, и в такси мне таксист сказал, а я вообще плиточник, но я сейчас не работаю, потому что у меня совершенно нет заказов. Тогда вопрос, что же отличает одного этого человека от другого человека, который вез меня в такси? Этих людей отличает между собой возможность стать специалистом в той области, которую этот человек выбрал. Одно из самых удивительных условий, которое заставляет нас быть в теме материального благополучия, это возможность бесконечного творческого роста и бесконечной возможности образовательных программ, которые позволяют нас становиться специалистами, лучшими специалистами в разных областях. Таким образом, если у человека есть маленький киоск, то этот человек должен знать, каким образом ставить правильно бутылочки. Этот человек должен знать, каким образом привлекать людей, которые должны подойти. Он должен знать, что такое дебет-кредит. Он должен понимать, что такое финансирование. Именно поэтому я говорю о своем секрете, который звучит так. Всегда будь лучшим специалистом в той области, в которой ты работаешь. А если ты не специалист ни в какой области, то сейчас очень несложно получить определенную спецификацию. Огромное количество семинаров и тренингов, которые даются в интернете, могут тебе в этом помочь. Именно поэтому сейчас огромное количество людей, требующихся в интернете, могут быть тобой, потому что ты можешь стать специалистом в области продвижения в интернете, SEO-оптимизатором, ну так далее, логистом. И это образование ты можешь получить на специальных курсах, причем очень недорого и очень быстро. Будучи специалистом в своей области, ты столкнешься с тем, что, будучи конкурентоспособным, ты всегда будешь иметь и хорошую зарплату, и большие возможности. Какие существуют секреты привлечения в нашу жизнь материального благополучия? Означает слово Яхве. Слово Яхве обозначает тепло, или слово Яхве обозначает тепло от солнца. Таким образом, вы призываете в жизнь свою тепло от солнца, и таким образом в вашей жизни появляется не только тепло, а еще и здоровье, деньги и материальное благополучие. Понятно? И, наверное, последняя практика, это последняя практика четкого или быстрого предпринимательства. Нужно представлять, будто у вас с правой стороны возле печени есть еще один сияющий шарик. Возле печени есть еще один сияющий шарик. И на вдохе произносите хам, а на выдохе произносите пра. Ой, Боже, это я говорю. А на вдохе произносите хам, а на выдохе произносите пра. Хам-пра. Таким образом, если у человека на уровне правой стороны тела, там, где находится печень, представлять золотистый шарик и произносить хам-пра, то в его жизни появляется богатство и очень успешная предпринимательская деятельность. Давайте мы их перечислим, те практики, которые можно делать на протяжении 1 месяца или 1 года. Итак, первая практика – это подышали. Вторая практика – это звезду нарисовали. Третья практика – приставили на левом плече эхе. После этого на уровне груди Яхве. После этого с правой стороны внизу приставили слово хампра. Сколько это делать? Давайте я сегодня покажу, как бы я это делал, а мы посмотрим, насколько это займет наше время. Итак, сколько же времени уйдет на то, чтобы я в своей жизни улучшил материальное благополучие? Для этого мне понадобится обыкновенный секундомер. Я сейчас попробую его найти у себя на телефоне. Я, правда, не знаю. Вот, есть секундомер. Итак, я сейчас включу секундомер и попробую... Вот, я покажу прямо сейчас, я сброшу. Вот, я включаю секундомер и попробую сделать
комплекс практик, который поможет мне стать более богатым человеком. Итак, первое, что я начинаю делать, я сейчас сам сделаю, а потом все вместе сделаем. Первое, что я начинаю делать, это быстро дышать. Я складываю ручки, начинаю дышать. Теперь эхе произношу. Отдыхаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вытираю лицо. Пью чай. Выкуриваю сигарету. А, это не здесь. Продолжаю дальше. Теперь Яхве. Отдыхаю, считаю до 10. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Чувствую, как стал умнее. И продолжаю теперь, читаю хампра, представляя, возле правой стороны своей печени находится огненный шар. Все, я закончил, теперь обвожу себя. Забыл я самое важное. Теперь придется все заново начинать. Мне нужно представить, будто у меня на груди нарисована шестиконечная звезда. Делаю это на вдохе и выдохе. Раз, два, три. Раз, два, три. И Эни Бенни Раба засветилась. И делаю вдох, и делаю выдох. И в конце обвел себя и делаю омахум хахохрим, омахум хахохрим, омахум хахохрим, омахум хахохрим, омахум хахохрим, омахум хахохрим. Останавливаю, стоп. И 2 минуты 40 секунд. 2 минуты 40 секунд, вы представляете? Аж заняло целых 2 минуты 40 секунд, вы представляете? Ой, как много приходится тратить, да? Но мне маловато денег. Мне маловато. Я должен чуть-чуть отдохнуть, повздыхать. Ой, да что ж такое, маловато денег, но скоро будет много. Ой, что ж такое, и скучно, а время еще есть, да? То есть можно еще что-нибудь поделать. Хорошо, поделаю. Итак, что можно поделать? Я поделаю движение ручками. Помните, я говорил? Я поделаю это с мантрой эхе. При этом представляю на плече у себя вот такое солнышко. И хочу еще раз хампра почитать. И еще раз на груди нарисовать шестиконечную звезду. Раз, два, три. Раз, два, три. И представил, будто светится. И останавливаю. Итак, все вместе у меня заняло 3 минуты. Ну, я вам могу сказать, что если делать это каждый день утром 5 минут и каждый день вечером 5 минут, то тогда утром, если сделали, целый день будет хорошее самочувствие и много энергии. То есть у вас будет подрывающееся настроение, хорошее, ну, какое-то хорошее сосредоточение, много энергии. А если вечером это успокаивает, а также приводит к тому, что вот лучше себя начинаем чувствовать. Также какие есть ощущения? На каких? Можно ли делать дольше?
Скорее всего, существует ряд чемпионов. Наверное, есть чемпион Арнольд Шварценеггер, который стал мистером Вселенной, мистером Олимпия, стал там кем-то еще. Наверное, он вместе с кем-нибудь нам неизвестным, допустим, там, с Йози Дикельшмульцмахером, с Йози или там с Эдди Дикельшмульцмахером, они вместе начали ходить в спортзал, когда им было 18 лет. Но Эдди Дикельшмульцмахер, он не хотел заниматься спортом так часто, как делал это Арнольд Валерьевич Шварценеггер. То есть он это делал, скорее всего, самозабвенно, подолгу, и, наверное, ему это нравилось. Он заканчивал школу и не мог дождаться, когда он пойдет в спортзал, чтобы снова поднимать, потом не мог дождаться, чтобы снова поднимать или там опускать это вечером, и это у него длилось на протяжении там 20 или там 15 или 20 лет. Правильно ведь, да? А куда же делся этот Ади Дикельшмульцмахер? Боже, запомнил. Ади Дикельшмульцмахер, он делся в никуда. Какая была между ними разница? Один был упорный и посвящал этому много времени. Потому что одному нужно было больше. Вот если мне нужно, как всем, я буду делать это 5 минут. А если мне нужно больше, я буду делать это 10 минут. А если я хочу быть Шварценеггером, то я должен буду делать это 20 минут утром и 20 вечером. И так на протяжении года. А по сколько раз? Как настоящий спортсмен, плавно увеличивая нагрузки, даже вот такие, вы представляете, можно ли не делать все остальное? Я считаю, что если деньги очень сильно нужны, то после такой практики можно начитать заклинание, ну какое-нибудь «Ом Сышилай Джай Бла». Каждый раз, когда человек думает о том, как привлечь в его жизнь деньги, он идет легким путем. Каждый раз, когда он думает о том, как же он может заработать, он забывает о том, что человек должен быть специалистом в какой-то области. Когда я вижу большое количество людей, которые говорят, мне нечем платить, я не знаю, как заработать и так далее, я обычно говорю им обыкновенные слова. А что же вы умеете делать? В целом, если человек ничего не умеет делать, тогда ему и не за что платить. Каждый раз, когда человек говорит, я плиточник, но у меня сейчас нет хорошей работы, потому что в стране кризис, я обычно рассказываю историю. Когда-то мне сделали в ванной красивую плитку, и мой ребенок отбил одну плиточку. Я позвонил тому человеку, кто эту плиточку положил, и говорю, вы бы могли мне это отремонтировать? Он говорит, мог бы, но я могу это сделать только через год, так как у меня большое количество работы. В этот же вечер я ехал на такси, и в такси мне таксист сказал, а я вообще плиточник, но я сейчас не работаю, потому что у меня совершенно нет заказов. Тогда вопрос, что же отличает одного этого человека от другого человека, который вез меня в такси? Этих людей отличает между собой возможность стать специалистом в той области, которую этот человек выбрал. Одно из самых удивительных условий, которое заставляет нас быть в теме материального благополучия, это возможность бесконечного творческого роста и бесконечной возможности образовательных программ, которые позволяют нас становиться специалистами, лучшими специалистами в разных областях. Таким образом, если у человека есть маленький киоск, то этот человек должен знать, каким образом ставить правильно бутылочки. Этот человек должен знать, каким образом привлекать людей, которые должны подойти. Он должен знать, что такое дебет-кредит. Он должен понимать, что такое финансирование. Именно поэтому я говорю о своем секрете, который звучит так. Всегда будь лучшим специалистом в той области, в которой ты работаешь. А если ты не специалист ни в какой области, то сейчас очень несложно получить определенную спецификацию. Огромное количество семинаров и тренингов, которые даются в интернете, могут тебе в этом помочь. Именно поэтому сейчас огромное количество людей, требующихся в интернете, могут быть тобой, потому что ты можешь стать специалистом в области продвижения в интернете, SEO-оптимизатором, ну так далее, логистом. И это образование ты можешь получить на специальных курсах, причем очень недорого и очень быстро. Будучи специалистом в своей области, ты столкнешься с тем, что, будучи конкурентоспособным, ты всегда будешь иметь и хорошую зарплату, и большие возможности. Какие существуют секреты привлечения в нашу жизнь материального благополучия, об этом мы поговорим в следующем. Человека обыкновенного спросить, ну, ты счастлив? Он напишет формулу, которая будет выглядеть приблизительно так.
деньги, плюс деньги, плюс деньги равняется счастье. Многие вот таким образом и работают, серьезно. Деньги плюс деньги равняется счастье. Но тогда скажите мне, вы же видели маленькие фотографии, а также видели, наверное, продается бог Хатей такой, который имеет улыбку и держит на руках детей и всякие чаши. Также вы, наверное, видели ритуальных котят, которые продаются в виде фарфоровых таких, да, вазочек. Видели, да? Котенок, который улыбается, стоит вот так вот с лапкой. Вопрос, зачем? Почему такое изображение может принести человеку прибыль или деньги? Вопрос, почему? Никогда не задумывались. Потому что настоящая формула денег, она выглядит приблизительно вот так. Она выглядит так. Удовольствие плюс радость равняется деньги. Вы сейчас скажете, Дуйко, что ты гонишь? Что за фигню ты пишешь всякую, да? Удовольствие плюс радость равняется деньги. Как это сделать? Ребята, вы, наверное, сейчас живете, рядом с вами находятся ваши близкие люди. Помните, я когда-то на своей ступени говорил, в тот момент, когда человек начинает жить красиво, то красота начинается с того, что появляется красивая вилочка, красивая тарелочка, немного еды, но она вкусная, да, небольшое количество там помещений, в котором живется, но зато эти помещения красивые, везде убрано, везде чисто. Почему? Потому что удовольствие плюс радость равняется деньги. Рядом с вами находятся люди, которые вас очень сильно беспокоят, дразнят, нервничаете с ними и так далее. Ребята, у вас будут здесь деньги? Не будет. Почему? Удовольствие плюс радость равняется деньги. И как же сделать эту привязку? Я вам сейчас объясню. Каждый раз, когда вы будете дома испытывать состояние радости и счастья, которое у вас происходит, когда вы кушаете, когда вы видите близкого человека, который вам нравится, скажите, и это принесет... Который называется очаг. Очаг. Существует такое понятие. Человек может зарабатывать 10% от той суммы денег, которая есть в его очаге. Не напрасно понятие очаг очень широко культивируется в среде верующих евреев. Что же это такое очаг и почему евреи очень культивируют такое понятие? Оказывается, очаг это не то, что висит ведро с едой в камине и там варится какая-то похлебка. Очаг это не то, где можно погреться. Очаг это совместное сбережение, которое обязательно накапливается в семье. Я хочу вам открыть тайну. Если у вас есть сбережения, которые накапливаются у вас, то всегда помните, чем больше у вас будет сбережений, тем больше денег вы сможете зарабатывать. Я всегда говорю эти слова. Даже если вы должны 10 рублей, 2 рубля потратьте на свою жизнь, 2 рубля отдайте, остальные деньги постарайтесь каким-то образом сберечь. Даже если у вас очень нужно, пусть весь мир остановится, не тратьте сбережения. Почему? Не зря наши родители говорили, что всегда нужно иметь что-то. На что? На черный день. Если женщина без спроса берет деньги, или мужчина не объясняет женщине, куда деваются деньги, или делает без спроса, то это может разорвать их отношения. Так в любой семье должны быть тайные сбережения, которых никто особо не должен знать, или должны знать, но только очень-очень узкий круг населения. Так семья крепче становится, если сбережений становится больше. Естественно, когда вы вкладываете деньги и пытаетесь думать, что если у вас дома нет сбережений, и вы думаете, что вы будете при этом много зарабатывать, я вас вынужден разочаровать. Человек зарабатывает максимально столько, сколько у него есть сбережений. Если у вас сбережений нет, вы эти деньги не сможете никогда заработать. Поэтому вам нужно и начинать с того, что вы должны откладывать. С самого раннего детства я всегда откладывал какое-то количество денег. Даже несмотря на то, что ходил в рваных туфлях, сбережения у меня были всегда. Как-то по наитию так получилось, что я всегда понимал, как-то очень рано заметил, что когда нет сбережений, ты ничего не зарабатываешь.
А вот когда у тебя есть сбережения какие-то, ты начинаешь зарабатывать. Когда со временем сбережений появилось больше, оказалось, что и заработок, согласно этому, увеличивается. В дальнейшем, когда изучал математику, оказалось, что существует определенная эзотерическая математика, которая даже имеет формулу, которая объясняет, что да, действительно, из сбережений формируется определенное привлекание денег. Таким образом, чем больше есть сбережений, тем дороже становится твоя жизнь. Таким образом, твои сбережения являются и твоей безопасностью. Его можно сделать в любое время. Я хочу назвать этот обряд убирания блокировки денег. Очень часто люди мне говорят или пишут: Андрей Андреевич, дайте какой-нибудь магический обряд или какую-нибудь действенную магию, которая бы могла убрать блокировку денег, так как много зарабатывали, все было в жизни хорошо, а потом раз и все исчезло. Можете ли нам вновь открыть это все? А кто там пришел? А дайте мне кого-нибудь из детей, их покажу. Итак, мы готовы, наверное, слушать этот обряд, который убирает у человека блокировку денег. Возьмите 5 видов бобовых: чечевица, фасоль, черная фасоль, белая. После этого возьмите все 5 видов, целую пригоршню, и носите их в кармане. В том месте, где необходимо произвести разблокировку, допустим, в вашем бизнесе, в вашем магазине, в вашей квартире, где угодно, необходимо рассыпать незаметно их где-нибудь, то есть вот по чуть-чуть понасыпать. Остальное принести домой и погрузить на некоторое время в воду, а остальное высыпать в чистое место вне дома. Допустим, зайти в лес и высыпать возле какого-нибудь деревца. И после этого, там, где оно будет у вас в воде находиться, через 10-15 дней можно там выбросить, водичку слить, а саму фасоль и горох, там то, что получится, просто ни во что не заворачивать, выкинуть. Если та фасоль, которая в вашем магазине лежит, ее кто-то найдет, не имеет значения. Если кто-то подметет и в этот же день выбросит, не имеет значения. Если в лесу съедят данную фасоль звери, тоже не имеет значения. Одним словом так, в кармане один день проносили, после этого на следующий день выложили часть фасоли у себя в магазине или там в своем бизнесе, где-нибудь положили так, чтобы никто не видел. После этого где-нибудь на улице в сухом месте положили, желательно спрятали где-нибудь. Очень хорошо подходят памятники. Если есть памятники старины, вот куда-нибудь в памятник старины необходимо такую фасольку понатыкать, так, чтобы она там не гнила. Ну и третий остаток фасоли, гороха и там остальных 4 или там 3 видов бобовых необходимо дома сложить просто в чашечку, залить это водичкой, положить где-нибудь на холодильник или на шкаф, так, чтобы никто не трогал, и через неделю свободно выбросить. Таким образом вы уберете, разблокируете у себя заблокированные деньги. Скажите, вам было это полезно, то, что дал? Обязательно поделитесь эффектом от обряда. Работает он очень быстро. Могу сказать, что это с позиции психологии совершенно бредовая идея, там разбрасывать карты, раскладывать фасоль. Но вы знаете, почему-то это работает. Вот так. Каким образом новые эгрегоры проникают в человека? Сегодня не эта тема. Подскажите, пожалуйста, хочу сделать тату на тело. Можно это по эзотерике? Или есть специальные символы, например, шестиконечную звезду на груди, хамсу? Я очень рекомендую, если вы когда-нибудь соберетесь сделать какую-нибудь татуировку, то обязательно сделайте шестиконечную звезду на груди и в середине напишите букву Й. Таким образом вам будет всегда вести, и люди будут к вам всегда очень хорошо относиться. Дальше. Чтобы ребенок поумнел, нам же это необходимо. Чтобы ребенок поумнел или кто-то из близких поумнел, вам поможет хрустальная черепашка. Найдите в интернет-магазине хрустальную черепашку или прозрачную черепашку и разместите рядом с человеком, который, по вашему мнению, или рядом со своим изголовьем кровати такую хрустальную черепашку, и очень заметно начнете замечать, как вы начнете концентрироваться, как ваше сознание станет более сконцентрированным, и память и концентрация ваша во многом улучшится. Очень нравится все, что вы даете на ступенях. С интересом стараюсь смотреть все вебинары, чтобы набраться житейской мудрости.
и уметь правильно решать жизненные ситуации. Ученица школы Кайлас. Должница меня обманула и скрывается. Делаю практику бутылку. Приговариваю, что она обманщица, врунья, как вы учили. Даю задание двойнику забрать у нее мои деньги, но ничего не меняется. Нет, нет, вам необходимо дойти до 2-й ступени или до 3-й платной ступени. И там я говорю, как сделать договор. Вот если подписать договор и после этого забыть об этом, то поверьте, отдаст все. Поверьте, отдаст все. А можно обряд от зависти и зла. Ну, раз вы хотите, ну, конечно. Итак, для того, чтобы убрать зависть и зло, а также для того, чтобы убрать любое проклятие и проблему в жизни, я рекомендую использовать или выполнить следующий обряд. Возьмите в правую руку 7 перцев чили сушеных и проведите 7 раз над своей головой или человеку, которому вы должны провести обряд убирания невезения в жизни, проклятий, проблем и так далее. И 7 раз над головой человека. После этого бросьте в костер, тут же отворачивайтесь и уходите, не дожидаясь до того момента, когда перец прогорит. Если вы над человеком это сделали и после этого сжигаете это в костре, и если человек в этот же момент, когда вы это делаете, начнет очень сильно кашлять или чихать, даже если находится на расстоянии, это говорит о том, что у человека было все-таки вот такая приворотная магия, или он был носителем проклятия злобы или проклятия зависти, и вот таким образом это можно было бы убрать. Но не у всех есть, наверное, перец сушеный чили. Можно ли чем-либо заменить? Можно. Можно вместо перца чили взять пригоршню каменной соли. И точно так же 7 раз провести, взять в правую руку, 7 раз провести над головой человека, после этого бросить в огонь, не поворачиваясь, уйти. Чтобы все сожглось, вот здесь есть такая особенность. В случае, если вы это сжигаете в квартире, это можно делать в квартире, такой обряд. Сжечь, допустим, это все на сковороде или сжечь это все там в какой-нибудь тарелке, но обязательно это должно покинуть пределы вашего дома. Если работаешь за компьютером, можно бобовые положить перед монитором или на ноутбук, да, или существует, или создано для того, чтобы изменить отношение людей по отношению к вам. Итак, как она выполняется? Вы должны сделать вдох и после этого задержать дыхание, найти в себе состояние, которое условно можно назвать состоянием радости, и вместе со мной выдохнуть это со звуком хо. Таким образом, если вы сейчас поделаете это, то вокруг вас появится некая энергия благополучного отношения по отношению к вам. То есть люди, которые рядом находятся, они захотят вам делать скидки, говорить, какая ты красивая, говорить, что там так все очень нравится. Также данную практику лучше выполнять в утренние часы, потому что она помогает открыть чакры 1, 3, 5, 7, 9, а также обратные подчакры, которые находятся с обратной стороны нашего тела, которые помогут очень быстро привлечь в жизнь состояние фортуны. Сделаем это, да? Итак, вместе со мной делаем вдох, задерживаем дыхание, задерживаем и делаем с радостью. И с хо, да? И вместе со мной. И на выдохе произносим хо. Я забыл сказать. Человек, который живет в обыкновенной жизни, он ни к чему не стремится очень часто и ничему не посвящает эзотерические практики, совершает неправильное действие. Когда вы здесь со мной работаете, то у вас получается совершать действия эзотерические или набирать эту энергию с целью, которую ставлю я для вас. А когда вы будете дома заниматься эзотерическими практиками, то обязательно свою жизнь утром чему-либо посвящайте. Когда вы утром просыпаетесь, то ложите вот так вот ручки и говорите: я посвящаю сегодняшний день исключительно, я посвящаю сегодняшний день увеличению материального благополучия моей семьи. Или я посвящаю сегодняшний день увеличению здоровья для себя. То есть посвящайте день, не живите бесцельно. Потому что наша жизнь это как лодка. Лодки хороший двигатель, хорошая лодка, хороший капитан это вы, но у лодки нет цели. Если нет цели и человек долго живет без цели, то у него появляются болезни. Почему? Потому что болезни являются целью. Поэтому для того, чтобы болезней не было, очень, кстати, похорошели. Помолодели, похорошели, потрясающе, да, очень похоже. Да.
тогда нужно обязательно, чтобы эта цель присутствовала, поэтому делайте такую цель утром. Делайте цель не для решения вопросов, а цель, которая может вас вдохновлять. Итак, давайте вместе со мной сделаем некоторое количество вот такого упражнения. Вместе со мной делаем вдох и находим состояние радости, и делаем выдох. Ручки не складывайте. И еще раз. Ничего не представляем, просто радость. Ручки рассоединяйте, ничего не скрещивайте. И делаем хо. Получается? Еще раз. В момент вдоха у вас должно появиться удивление. То есть вы удивляетесь. В момент выдоха вы произносите хо, испытывая состояние внутренней радости. И еще раз. Ой-ой-ой. И теперь выдыхаем. И еще раз. Ой-ой-ой, нам отдали $30 000. И еще раз. И выдох. И еще раз. И выдох. Где моя тетрадка? Что без тетрадки пишу. И еще раз. И еще раз. И на выдохе. И еще раз. И на выдохе. И еще раз. И на выдохе. Ожидаем, что должно произойти. Если вы все правильно делали, то у вас должно, в случае, если неправильно настроены ваши энергетические центры, появиться ощущения. Какие? Не очень приятные. То есть, если у вас центры работали в состоянии хаоса или хаоса, то тогда у вас там появляется, может быть, дергание в животе, может быть, дергание в груди и так далее. Когда вы произносите хо, то вы выделяете энергию через чакру 5. А это говорит вот о чем. Люди, которые будут встречаться в вашей жизни, уходя от вас, будут разговаривать и говорить о вас только хорошее. Понятно? Теперь следующий слог, это хия. Люди, которые будут встречаться в вашей жизни, будут чувствовать по отношению к вам трепетное желание вам в чем-то помочь или что-то для вас сделать. Итак, то же самое делаем, только включая радость, создаем слог хия вместе со мной. Идем так. Удивились. И после этого радость нашли. Идем так. О. И еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вы прям на глазах хорошеете. Отдыхаем. Существуют ли какие-либо асаны, которые позволяют человеку быть любимым человеком или более богатым человеком? Рассказываю. Если хотите быть любимым человеком, то делайте асану вот такую. Вот так ставьте кулаки и вот так сидите. Представляете? Вот так ставьте кулаки и вот так сидите. Если вы не можете выйти замуж, то обычно упирайте вот так вот кулаки, чтобы ваши плечи вот так вот стояли. Понятно? В случае, если у вас не хватает денег, и дышите вот так. Серьезно, это асана, которая приведет вас к тому, что у вас появится любимый человек. В случае, если вы поставите руки вот так на колени, вот так на колени, вот так на колени, или вот так на колени, все равно. Если вы поставите руки и будете вот так дышать, тогда вы в жизни, ноги при этом расставлены в первом-втором случае, то в вашей жизни увеличится материальное благополучие. Понятно? Вот эта поза материально благополучного человека, поняли? Вот такая поза.
Поэтому, когда вы сидите на работе или когда вы где-либо сидите, старайтесь вот так сидеть, как я вас научу. Вот так сидеть, вот так, видите, вот так. Локти наизнанку. Локти наизнанку – это поза миллионера. Об этом все абсолютно знают. То есть никогда не делайте ни вот так там, тем более где-то. Почему? Когда человек ставит руки и ставит их на уровне живота или опускает ниже, это говорит о том, что он сексуально озабочен. Когда он ставит руки сзади вот так и сцепляет их в замок, да не делайте вы как попугайчики, ну что такое. Когда вы ставите их сзади в виде замка, это говорит о том, что человеку это вообще не нужно. Когда человек ложит вот так вот ручки на грудь, то это тоже нехорошо, потому что это говорит о том, что я не верю в любовь, а даже если верю, то я ее очень боюсь. Вот эти асаны, когда вы прикладываете руки и складываете их вот так, это целиком связано с тем, что вы чего-то боитесь, сами себе закрывая данные элементы. Смотрите, если ставить вот так или ставить на ноги так, чтобы локти были в разные стороны, это автоматически делает вас богаче. Понятно? Видели таких мужчин, которые так сидят? Или вот так сидит мужчина, да? А в джентльменах удачи, да? То есть видели? Это поза очень богатого человека. Серьезно, это поза, которая автоматически человека делает богатым. Поэтому, если вам это не свойственно, научитесь. Обычно, ну для женщины, наверное, расставлять ноги особо широко не нужно, знаете. А там, сидя как-то скромно, не скрещивая ноги, ставя вот так руки, во время того, когда вы сидите вечером за столом там где-нибудь или еще где-то, это поза жизнеутверждающая и поза, которая приведет человека к тому, или асана, которая сделает его богаче. А если вот так вот будете сидеть, утром особенно, вот так, то это сделает вас еще и любимым в глазах других людей. Особенно противоположного пола. Вот так, видите? То есть человек поднимает локти и вот так вот сидит. Это очень хорошо работает. Если вы вот так делаете, то можно сюда подключить специальную мантру. Сат, там, нам, мам. Помните, да? И человек делает так. Сат, там, нам, мам. Сат. Можно вечером, можно утром. Если нужно, помните, я говорил, если нужны деньги, можно и утром, и вечером выполнять практики. Если нужен мужчина, можно 3 раза выполнять, знаете. Вообще, так сложно с этим сатанамам, тогда можно просто вот так вот посидеть, знаете, перед телевизором. Там «Одинокая роза» можно смотреть сериал про Карлоса де Вильяка и Розу Сальватьера, знаете, очень интересно. Роза Сальватьера, Карлос де Вильяк. Моя мама смотрит такое. Если будете вот так смотреть, то тогда очень будет хорошо работать. Скажите, вот такая поза, она не свойственна для человека? Не свойственна для человека. Но если так посидеть хотя бы 7, 8 или 10 минут, то появляется ощущение, как будто в груди появляется необычное ощущение. Появляется тепло, появляется ощущение такой вот нежности, трепетности. Если вот так сидеть, то у человека со временем появляется паранормальная способность, желание рисовать и производить через себя определенные виды искусства. Поняли? Определенные виды искусств. Не умеете рисовать? Сидите вот так, будете уметь рисовать. Как в этом еврейском анекдоте. Доктор, я смогу после операции играть на скрипке? Да, а на рояле тоже сможете. Но делайте быстрее мне этот аппендицит. Я до этого никогда не умел играть ни на скрипке, ни на рояле. Смотрите, руки в боках это деньги принесет. Руки сверху вот так принесет любовь. Поняли? Так деньги, так любовь. В кулаках можно и вот так все равно. Если вам так удобнее, можно вот так сидеть. Все равно. Вот так удобно, делайте так. Вот так удобно, делайте так. Удобно кулаки, делайте кулаки. Все равно. Здесь самое важное, что открываются у вас подмышечные впадины, и они начинают пропускать энергию. Понятно? Дальше, если так делать, то лечатся заболевания сердца, грудной клетки и так далее. Попробуйте дома выполнять хотя бы 7 минут 1 раз в день. Это очень быстро создаст новые условия жизни. Объясню какие. Если делать 7 минут, то после этого появляется ощущение, будто ты как-то искренне и тонко подмечаешь все. Начинаешь видеть там листочки, тебе блестит блестящее, чем обыкновенному человеку. Ну как-то так, очень интересно.
Вздыхать начинают люди, когда вот так сидят. У нас первые школьные практики когда-то были посвящены как раз этому. Вообще человек так устроен, что локти его прижаты. Так вот, увеличение энергии всегда происходит, если локти оттопырены. Это мы находим и в цигуне, и там, в всевозможных направлениях восточных боевых искусств. Это очень правильно. Таким образом, как говорил в свое время Монтекче, включается насос энергетический, когда человек поднимает так локти. Так вот, здесь очень важное значение имеет, где находятся при этом кисти. Чем ближе к кисти 4-й чакры, тем больше 4-я чакра начинает принимать энергии. Чем ближе ко 2-й, то 2-я начинает принимать. Смотрите, 4-я отвечает за чувства, 2-я отвечает за отношения. Понятно? Поэтому и отношения, и чувства, и деньги, одно, и другое, и третье, скорее всего, можно делать за счет вот таких вот необычных посиделок для себя. Понятно? Что можно читать при этом? Можете просто подышать несколько раз, и все. Итак, мы продолжим. Если вы хотите знать, как убрать у себя живот, убрать нервные негативные состояния из груди или из головы, вы должны знать, как это устроено. Необходимо представить, будто в животе вы видите кастрюлю, в которой круглую кастрюльку, так чтобы она вместилась в ваш живот, где вы видите обязательно золото или пшенную кашку. Если видите пшенную кашку, а еще лучше золото в этой кастрюле расплавленное, это сделает вас, снизит у вас вес, нормализует работу вашего кишечника, в дальнейшем приведет вас к тому, что вы помолодеете очень заметно. Если такой расплав в кастрюле представлять в груди, то у вас исчезнут заболевания старости, также у вас появится внутреннее желание жить, появится много денег. Если такой расплав представлять в своей голове, то улучшится зрение, ум, а также человек начнет становиться творческим, в голове появится спокойствие. Очень нравится семинар «Доктрина бизнеса». Также я считаю, что один из лучших моих семинаров, который когда-либо создавал, это все-таки семинар, который называется «Ясновидение. 2-я часть». Он всем нужен. Я считаю, что он один из самых уникальных, неповторимых и так далее. Еще один вам дам метод. Если представить, будто у вас в голове находится вот такой шар, и в нем представить глаз обыкновенный, то у вас увеличится материальное благополучие. А это еще как работает? Вот так. А еще какие есть методы? Если представлять вокруг себя энергетический кокон так, как будто он в черно-белый кубик, то человек становится обязательно богатым. Представляете? Вот этих методов, их миллионы. Только когда этим всем заниматься? Находите преимущества в жизни, произносите слова «Я счастлив, потому что в моей жизни есть», и дальше произносите, что в вашей жизни есть и от чего вы счастливы. По чуть-чуть себя учите. Все, я желаю вам счастья. До свидания. Ура. Конец Дашкор.